Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Вот так меняется быстро настроение на рынке. Вчера только все было зеленое, сегодня уже многие монеты показывают хоть незначительные, но все-таки минус. Биткоин упал на 2,1%, а некоторые монеты показывают рост более 20%. На рынке стало меньше страха, сегодня эта цифра 28, и мы переместились из зоны экстремального страха в просто страх. Это уже четвертый день подряд, когда этот показатель только растет, а следовательно страха становится меньше. Сегодня 30 июня и месяц мы завершаем в зоне дешевого биткоина по графику Bitcoin Rainbow Price Chart. Удивительные вещи происходят на графике сезона альтов. Вчера мы наблюдали, что данный показатель забрался уже обратно в зону альт-сезона. Сегодня же он решил откатить данный показатель и находится снова ниже проходного уровня. Видимо, не успели мы закрыть день так, как нужно, чтобы альт-сезон по этому графику якобы начался. За последние 24 часа ликвидировано практически 70 тысяч трейдеров на общую сумму 296 миллионов долларов. И на этот раз не шортисты были главными пострадавшими, 58% из них, из ликвидированных трейдеров, это лонгисты. Grayscale же набирает монеты такие как ZEC, Filecoin и BAT. Остальные совсем понемногу решил распродать. Показатели продаж, конечно же, совсем незначительные в сравнении с тем, сколько они набирали. По социальной активности у нас Waves сегодня на первом месте. Вчерашний герой Ethereum Classic также находится в топе, но сдал свои позиции и переместился на 9-ю строчку. Сегодня Waves посмотрим. Объем продаж на всех биржах биткоина в сравнении с прошлым днем начал рост. Цена пошла в рост, и объем торгов также полетел выше. При том, что торги у нас увеличены, стейблкоины уже который день уменьшают свой резерв на биржах. Снова данный показатель идет вниз на фоне роста цены биткоина. Dash нас сегодня интригует. Вместо новости они публиковали анонс важных новостей. Что-то большое приходит в июле. Опубликовали они в своем твиттере. Видимо, стоит скоро ожидать новостей, которые достойны того, чтобы их анонсировать. А в России решили тестировать цифровой рубль. Этим займутся 12 банков. Центробанк сформировал группу банковских учреждений для тестирования цифровой версии рубля. В эту группу вошли все крупнейшие банки, естественно, включая Сбер, Тинькофф, ВТБ и другие наиболее популярные банки. По результатам их работы будет сформирована дорожная карта, по которой будет внедряться цифровой рубль в России. Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков, чтобы они успели настроить для пилотирования своей системы и процесса с технической и технологической точки зрения. Все это они планируют провести уже в 2022 году, на следующий год, и в тот же год они даже собираются разработать законодательную базу для внедрения цифрового рубля. Сенатор США призвал перевести часть пенсионных накоплений в биткоин. Сенатор штата Вайоминг Синтия Ламис призвала рассмотреть биткоин в качестве способа диверсификации пенсионных и долгосрочных накоплений. Я беспокоюсь, что все наши пенсионные средства в долларах США деноминируются. В рамках диверсификации распределения активов позволяет не хранить все яйца в одной корзине. Она достаточно давно владеет биткоинами, заявляет, что у нее их около 5 штук, и покупала она их аж за 330 баксов всего. Почему же именно в биток она хочет перевести часть пенсионных накоплений, нам не сообщается, ведь есть множество других активов. Глава Coinbase рассказал о дальнейших планах листинга активов на бирже. Он заявил, что цель – это добавить поддержку всех разрешенных законом криптовалютных активов. Видимо, у него нет никаких предвзятых отношений к валютам, и если они законны, он их готов добавлять. Вне наших стандартов листинга мы не предлагаем мнения о стоимости каждого актива. Мы нейтральны к ним, потому что верим в свободные рынки и в то, что у потребителей должен быть выбор в криптоэкономике. В принципе, он подтвердил то, что Coinbase сейчас и делает. Раньше они листили по 1-2 монетки, а теперь каждый месяц все больше и больше. Теперь уже просто пачками залетают разные монеты на биржу Coinbase. В JP Morgan заявили о падении интереса институционалов к биткоину. Интерес не только иссяк, а он стал даже отрицательным после майской коррекции. Об этом заявил стратег JP Morgan Николаус Парнигерцоглу. Снижение интереса зафиксировали еще в апреле 2021 года. Уже тогда некоторые институционалы начали выводить деньги с рынка, а некоторые из них просто начали переводить деньги из битка в эфириум. Сейчас, по его словам, ситуация стала обратной. То есть сейчас якобы деньги институционалов перетекают из эфириума и других альтов в биток. Давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках. И биток со вчерашнего дня у нас все-таки отбился от верхней границы восходящего канала и направился пониже.
Не смогли мы с одного захода пройти скользяшку, получили ложный пробой. Это не ломает восходящий тренд, прогноз все тот же. Пока что локально это вверх. Даже на часовике мы еще не обновили самые первые ближайшие лои. А значит, говорить о том, что тренд уже развернулся, пока преждевременно. По биткоину прогноз все тот же. Думаю, мы продолжим движение в рамках данного отмеченного канала. По эфириуму такая же история. Ложно пробили верхнюю грань канала и направились в коррекцию вниз. Если смотреть на часовиках, также мы лои пока не обновили, а это значит, что восходящее движение все еще в силе, и основной прогноз я также не меняю, ожидаю пока движение по эфириуму наверх. Ripple у нас в принципе также себя ведет, хаи повышаются, лои повышаются, локально это несомненно восходящий тренд. Если также здесь кинуть канал, то мы, конечно, не добили даже до верхней грани этого канала, но все еще находимся в его рамках. Пока также сценарий менять не буду. Здесь вероятней поход вверх. Доминацию у нас после небольшой коррекции также продолжило снижение, а значит у альтов все больше шансов показать лучший рост, чем биткоин. Посмотрим еще несколько монет, попросили в комментариях Холла посмотреть ход, что у нас здесь, а мы его уже смотрели. Ну-ка, что у нас здесь на графиках? Так, предположительно у нас структура как 1, 2, 3. Сейчас мы находимся в 4-й волне. Здесь ничего такого сверхординарного. Глобально у нас, конечно же, здесь нисходящий тренд. И мы находимся в рамках 4-й волны, после которой в случае разворота цель достижения 5-й волны — это предыдущий пик волны 3. Так, предыдущий лой мы пробили. И здесь также двоякая ситуация, как и по эфириуму, по биткоину, по другой крипте. Можете даже вчерашний видос посмотреть. Более подробно график рисовал. Но здесь также минимальные цели падения выполнены. Добили мы до предыдущих лоев. И отсюда возможен поход наверх в рамках волны B. Но здесь можно тоже отметить, если пойдем по данному сценарию, то зона волны B находится вот на данных уровнях. Примерно 0.18, 0.018. Первая грань. Ну и вот этот уровень тоже не стоит сбрасывать со счетов. Здесь мы его тестировали, здесь мы его тестировали, здесь сложно пробивали. Вот это такой относительно сильный уровень, который может нас задержать при походе наверх. Здесь также стоит понаблюдать, если мы сюда дойдем. На данном уровне, я думаю, мы просто так легко его не пройдем. Получим здесь какую-то остановку, если не потолок. По монете Холла пока прогноз такой. Что еще хотел посмотреть? Wave, давайте посмотрим, почему он у нас так популярен за последнее время. А все потому, что мы здесь получили повышенные объемы. На предыдущем прогнозе мы рисовали вариант, если будет импульс, но импульса так и не случилось, поэтому заходить здесь в принципе не стоило. Ну вот здесь можно было, здесь вот 5-волновик-то нормальный был, но в итоге отрисовали только 3 волны и направились вниз. Что у нас здесь происходит? Здесь также у нас еще не полноценный импульс. На данный момент я здесь вижу пока только 3-ю волну. Если смотреть на часовике, здесь у нас нет ни дивера, объемы есть. Думаю, движение мы еще можем продолжить вверх, пока структура вырисовывается именно такая. Есть подтверждение, что мы находимся вот здесь в развитии 3-й волны. Также, если смотреть на дневки, мы как раз таки ложно пробили скользяшку 200-ку на дневном таймфрейме и от нее отскакиваем. Здесь также при приближении к ней получали тени. Имеем дивер на дневках, так что здесь отличный вариант для того, чтобы завершить падение и направиться на более высокие уровни. Также давайте отмечу здесь вариант, если это был только импульс в рамках волны А, потому что если биткоин пойдет по данной структуре, я думаю, и вся остальная альта тоже будет повторять за ним структуру движения цены. Вот она, зона предполагаемой волны B оптимальная. И также давайте отметим вот этот уровень. Он тут встретится на пути, он служил сопротивлением, служил поддержкой, тестировали его и сверху, и снизу. Я думаю, на данном уровне тоже стоит присмотреться, как мы будем проходить его. Пока локально здесь завершение 3-й волны не вижу, пока, думаю, движение продолжится. Если здесь была волна 1, то мы уже расчетную зону прошли дальше, и следующая какая-то зона для волны 3 находится вот здесь на уровне 2.618 по Фибоначчи. Это же совпадает и с предыдущими пиками. Я думаю, будет это оптимальной зоной, оптимальным уровнем, где мы можем увидеть остановку в данном движении. Что у нас еще? Аду просили.
Вот она, ада. Я ее, по-моему, раньше смотрел. Да, давно я ее смотрел, еще до падения. И у нас были цели 1, 2 сюда. Ну, в общем, в расчетную зону, которую я следующий отмечал, мы пришли. Дальше уже ничего не обновлял, так как, в принципе, никому это не нужно было. Что у нас на данный момент по аде? На дневках тенью ударились в скользяшку. Это хорошо, что мы ее не пробили. На 4 часах у нас находимся мы под скользяшкой. Что мы имеем? Имеем обновление лоя предыдущего и дивер между ними. Ну, давайте долго не будем общую структуру разрисовывать. Также по аналогии с биткоином посчитаем зоны, если это была волна А. Вот здесь у нас зона для волны Б, если мы пойдем выше. Ну и, естественно, серьезной преградой будет служить у нас вот эта скользяшка, когда мы до нее дойдем. К тому же на часовике здесь у нас по индикаторам дивер, объемов нет. И вообще ада пока выглядит не очень сильно. Хорошо, что мы здесь пробили хотя бы на часовике эту скользяшку. Думаю, протестируемся и пойдем повыше. Но пока силы здесь какой-то не видно. Чисто по структуре, и если смотреть на структуру биткоина, движение в волне B возможно, но я бы здесь не входил, потому что слабо-слабо выглядит. Мы можем пониже еще сходить. А вот монетка, которая у нас показала наибольший рост. Вот это Юма. Ее мы ни разу не смотрели. Она у нас какая-то новенькая. Запампилась и полетела вниз. То у нас на дневках. Но здесь у нас также похоже, что здесь был 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас мы корректируем все это движение. По идее, ниже вот этого уровня мы уходить не должны. Это уже будет отменять даже импульс, который здесь отрисовался ранее. Поэтому мы находимся здесь практически у дна. Что у нас видно на часовике? На часовике мы показали как раз таки хороший выброс объема здесь. Имеется дивергенция. Давайте на дневках проверим, есть ли дивер. Да, даже на дневках здесь есть неплохой дивер. Жаль, что, конечно, мы не пробили сразу же с одного захода здесь скользяшку, дошли до нее и пока летим вниз. Структура последнего движения у нас выглядит очень знакомо. Как 1, 2, 3, 4, 5. И здесь может быть у нас разворот хотя бы, если учитывать предполагаемую структуру биткоина. Давайте также предположим, что здесь у нас была волна А, Б и С. К тому же здесь можно найти пятиволновой импульс вниз. Кто не видит, тот вот раз, два, 3, 4, 5. Импульс у нас здесь есть. Импульс в рамках волны А. Сейчас у нас намечается разворот в волну Б. Вот она, зона волны Б, нижняя грань в районе 20. Также она совпадает с неплохим уровнем, от которого мы очень часто отбивались, находясь повыше. Думаю, данный уровень в $20 будет таким локальным потолком, если мы туда дойдем. Пока прогноз по монете Юма вижу вот такой. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо.